Каждый человек обладает колоссальной силой, чтобы притянуть в свою жизнь все, что желает. А вы любите деньги, как люблю их я? Каковы ваши чувства относительно денег? Большинство людей говорят, что они любят деньги, но если у них денег недостаточно, их чувства по поводу денег весьма негативные. Когда у человека денег столько, сколько ему нужно, он, конечно же, относится к ним позитивно. Таким образом, количество денег – это некий индикатор вашего к ним отношения. Если у вас нет всего, что вам нужно, вы не будете относиться к деньгам позитивно. Если взглянуть на ситуацию в мире, вы убедитесь, что большинство людей негативно относятся к деньгам, поскольку большая часть мировых денег и прочих богатств сосредоточены в руках менее 10% населения. Единственная разница между состоятельными людьми и всеми остальными заключается в том, что у богатых позитивные чувства по поводу денег преобладают над негативными. Да, именно так все и просто. Почему же такое громадное множество людей относится к деньгам негативно? Причина не в том, что у них никогда не было денег. Много состоятельных людей начинали с нуля, с пустыми кошельками. Причина негативного отношения к деньгам кроется в негативных представлениях о деньгах. Эти представления проникают в подсознание людей еще в детском возрасте. Например, многие из вас слышали от родителей, что вы не можете себе этого позволить, деньги – это зло, все богачи непременно жулики, желание иметь деньги – это дурное, бездуховное желание. Чтобы иметь деньги, нужно много и усердно работать. В детстве же мы просто впитываем то, что говорят нам родители, учителя и общество. Сами того не осознавая, мы вырастаем с негативным отношением к деньгам. Представляете, какая ирония? Вам говорили, что желать денег плохо, но одновременно заявляли, что вы должны зарабатывать себе на жизнь, даже если это означало работу, которая совсем вам не по душе. Может быть, кому-то из вас говорили, что зарабатывать себе на жизнь можно только определенной профессии, а в нашей семье все были слесарями, дворниками, поварами или юристами. Все это не соответствует действительности уже давно. Люди, внушавшие вам такие представления, не виноваты. Они говорили вам то, во что верили сами, а поскольку они в это верили, закон притяжения создавал им жизнь сообразно их представлениям. Но теперь-то вы знаете, что жизнь действует совершенно иным образом. Если вам не хватает денег, значит ваши негативные мысли о деньгах преобладают над позитивными. Когда вы осознаете, что в мире нет недостатка ни в чем, вам начинает принадлежать весь мир. Вселенная изобильна. И я замечала, что многие состоятельные люди не просто притягивают к себе деньги, а заставляют их липнуть к себе. Если взять все деньги мира и поровну поделить на всех, довольно скоро деньги вновь сосредоточатся в руках тех же нескольких процентов. Все потому, что закон притяжения должен следовать за любовью, а эти несколько процентов людей позитивно настроены к деньгам и притягивают их к себе. Сила любви движет всеми мировыми деньгами и богатствами, и движение подчиняется упомянутому закону. Это вечный и фундаментальный принцип, внутренне присущий всему, проявляющийся в каждом философском направлении, в каждой религии и в каждой науке. Уклониться от закона любви невозможно. Вы можете наблюдать действие закона притяжения, когда люди выигрывают в лотерею. Они ясно представляют и всем сердцем чувствуют, как выигрывают. Они говорят, когда я выиграю, а не если я выиграю. Они строят красочные планы о том, что станут делать, когда получат выигрыш. И они выигрывают. Однако статистика выигравших наглядно показывает, прилипают к этим людям деньги или нет. В течение нескольких лет после выигрыша большинство счастливцев успевают растратить все и залезть в еще большие долги, чем были у них до выигрыша. Это происходит потому, что подобные люди используют закон притяжения для выигрыша в лотерею. Но даже получение ими денег не меняет их отношение к деньгам, и в конечном итоге они все теряют. Деньги к ним не прилипают. Когда вы настроены к деньгам негативно, вы их отталкиваете. Они ни за что к вам не придут. Даже если вы получите какую-то сумму, которую не рассчитывали получить, эти деньги практически мгновенно протекут у вас сквозь пальцы.
К вам придут более крупные счета, у вас что-то сломается или возникнут всевозможные непредвиденные обстоятельства, и жизнь отберет у вас всю сумму. Тогда что же заставляет деньги прилипать к определенным людям? Любовь. Любовь – это сила, притягивающая деньги, и она же заставляет их липнуть. Силе любви все равно, хороший вы человек или плохой. Такой аспект вообще не принимается в расчет, поскольку у вас есть гораздо больше удивительных свойств, чем вы осознаете. Чтобы притянуть деньги, чтобы заставить их прилипнуть к вам, вы должны отдавать им любовь и позитивные чувства. Если сейчас у вас нет денег, а долг по кредитке растет, деньги вовсе не липнут к вам, наоборот, вы их отталкиваете. Не имеет значения, в каком финансовом положении вы в данный момент находитесь. Не имеет значения состояние вашего бизнеса, вашей страны и всего мира. Такого понятия, как безнадежная ситуация, не бывает, ее просто не существует. Были люди, процветавшие в годы Великой депрессии, поскольку они знали закон любви и закон притяжения. Они жили сообразно этому закону, представляя и ощущая то, что им хотелось, и превозмогали обстоятельства. Пусть хорошей будет наша жизнь, тогда и время будет хорошим. Мы сами создаем наши времена. Сила любви способна сокрушить любые препятствия, изменить любую ситуацию. Мировые проблемы для силы любви не помеха. Закон притяжения действует с одинаковой силой и в периоды процветания, и в периоды упадка. Как же изменить эти чувства относительно денег? Когда вы измените настрой ваших чувств относительно денег, их количество в вашей жизни тоже изменится. Чем позитивнее ваши чувства по поводу денег, тем больше денег вы к себе притянете. Если денег у вас немного, счета вовсе не вызывают у вас радужных чувств, и вы в этот момент раздражаетесь, тогда вы посылаете в мир негативные чувства, и в следующий раз почти наверняка получаете счет на еще более крупную сумму. Что отдаете, то и получаете. Здесь важен следующий момент. Когда вы оплачиваете счета, найдите любой способ сделать ваши чувства позитивными. Никогда не отдавайте деньги в тот момент, когда вы чем-то расстроены, подавлены или раздражены, поскольку тем самым вы рискуете притянуть к себе счета на более крупные суммы. Чтобы изменить свои чувства, нужно включить воображение и превратить счета во что-то такое, что позволит вам почувствовать себя лучше. Можете представить, что это вовсе не счета, а вы добровольно решили пожертвовать деньги нескольким компаниям, которые дарят вам тепло, горячую воду, отопление, свежий воздух. И тем самым образом вы благодарите их за превосходную работу или обслуживание. Представьте ваши счета чеками или испытайте благодарность компании, приславшей вам счет. Думайте о том, какой удобной делает вашу жизнь эта компания, снабжая ваш дом электричеством, водой, оказывая иные услуги. Оплатив счет, можете написать на корешке квитанции «Благодарю». Если у вас нет денег, чтобы оплатить счет прямо сейчас, напишите поперек извещения «Благодарю за деньги». Закон притяжения не различает воображаемое это чувство. Или вы действительно благодарите за полученные деньги. Он отвечает на то, что вы отправили в мир. Всегда, без исключений. Вас вознаграждают не за работу, не за потраченное время, а по мере любви. Когда вы получаете зарплату, поблагодарите за нее, потому что ваша благодарность умножит деньги. Большинство людей даже не радуются, получая деньги. Так сильно их тревожат мысли о том, что после закрывания всех финансовых дыр им опять останется всего ничего. Эти люди упускают потрясающую возможность выразить свою любовь при получении денег. Когда к вам приходят деньги, будьте благодарны, какой бы скромной ни была сумма. Помните, все, за что вы благодарите, умножается. Благодарность – великий множитель. Хватайтесь за любую возможность поблагодарить. Когда у вас в руках деньги, пользуйтесь любым моментом, чтобы с помощью добрых чувств увеличить их количество. Когда вы за что-либо платите, ощущайте любовь. Чувствуйте любовь, когда вы отдаете деньги.
ощущайте ее всем своим сердцем и представляйте, что ваши деньги оказывают заметную помощь компании, по счету которой вы платите, и работающим там людям. Обычно при оплате по счетам вы испытываете чувство сожаления, ведь у вас теперь осталось меньше денег. Так что вам обязательно нужно изменить ваши чувства на позитивные. Разница между вашими чувствами по поводу отдачи денег – это разница между денежным изобилием и пожизненной борьбой, вынуждающей вас сводить концы с концами. Когда вы расплачиваетесь наличными или подаете кредитную карточку, представьте изобилие денег у человека, которому вы платите, и искренне пожелайте ему или ей этого изобилия. Все, что вы отдаете в мир, обязательно возвращается к вам. Представьте, что вы уже богаты. Представьте, что у вас уже есть столько денег, сколько вам нужно. Как изменилась бы ваша жизнь? Подумайте обо всем, что бы вы сделали, имея достаточно денег. Как вы при этом себя будете чувствовать? Естественно, ваши чувства и ощущения изменятся. Наверное, вы по-другому будете двигаться, по-другому разговаривать. Ваша осанка и жесты тоже изменятся. Вы будете иначе на все реагировать. Изменится и ваше отношение к приходящим счетам. Иной станет ваша реакция на людей, обстоятельства, события и вообще на все в жизни. Почему? Потому что вы будете чувствовать себя по-другому. Потому что вы будете держаться увереннее. Вы будете сохранять душевное спокойствие. Вы будете счастливы. Вы станете гораздо легче ко всему относиться. Вы будете наслаждаться каждым днем и не беспокоиться о том, что случится завтра. Вам ведь хочется так себя чувствовать. Это и есть чувство любви к деньгам, и оно притягивает их, заставляя деньги липнуть к вам. Я очень люблю деньги, и мне нравится их обнимать и благодарить за то, что они у меня есть. Благодарить за то, что выбрали меня, благодарить за все деньги, которые я получила в течение своей жизни. Каждый день я беру наличные в руки и действительно начинаю их обнимать. Я их искренне люблю, всем сердцем. И тот восторг, который я испытываю, заряжает мой день. Проникнитесь ощущением исполненного желания, представив те чувства, которые охватили бы вас, если бы желание уже исполнилось. И тогда желаемое воплотится в реальность. Всегда говорите деньгам «да». Не забывайте радоваться всякий раз, когда вы слышите о чьем-то богатстве или успехе. Это значит, что вы находитесь на той же частоте. Вы получаете подтверждение, что настроились на хорошую частоту, и поэтому радуйтесь известию так, будто это уже произошло с вами, поскольку все зависит от вашей реакции на него. Если вы с радостью и воодушевлением относитесь к богатству и успеху другого человека, вы говорите «да» собственному богатству и успеху. Если же известие вас расстроило, и если вы позавидовали, что это случилось не с вами, ваши негативные чувства говорят «нет» вашим деньгам и успеху. Если вы слышите, что кто-то выиграл в лотерею, что какая-то компания получила рекордную прибыль, искренне порадуйтесь за них. Раз вы об этом услышали, значит вы находитесь на той же частоте, и ваши позитивные чувства по поводу счастливого обладателя выигрыша или успешной компании говорят «да» вашим успехам. Сила притяжения любви – вот что движет всеми деньгами мира. А каждый, кто через позитивные чувства выражает свою любовь к деньгам, становится для них магнитом. Чтобы зарабатывать деньги, вам не нужно доказывать миру и другим людям, что вы этого достойны. Вы уже достойны всех денег, какие вам нужны. Вы должны работать не для пропитания, а для радости самого дела. Ваша работа должна увлекать и захватывать вас. Вы должны работать, когда вам это нравится. А если вы делаете то, что вы любите, следом обязательно приходят деньги. Если вы не любите свою работу и занимаетесь ею, поскольку считаете ее единственным способом заработка, единственным источником дохода, вы никогда не притянете в свою жизнь деньги или работу по душе. А ваша любимая работа уже существует, и все, что вам нужно сделать для ее получения, это отдать свою любовь. Представьте и почувствуйте такую работу, и вы ее получите. Ищите все хорошие стороны своей нынешней работы, отдавайте им свою любовь, поскольку когда вы отдаете любовь, к вам приходит то, что вы любите. Любимая работа сама придет в вашу жизнь, а следом и высокие доходы.
Безработный мужчина подал заявление о приеме на работу, о которой давно мечтал. После этого он писал себе пригласительное письмо якобы от имени компании, где называлась сумма его зарплаты и очерчивался круг обязанностей. А затем он сделал визитную карточку со своим именем и логотипом компании. Он смотрел на карточку с чувством долга, благодарности, радуясь своей новой работе. А раз в несколько дней он посылал себе электронные письма, поздравляя с удачным трудоустройством. Что же произошло потом? Сначала компания провела с ним телефонное собеседование, затем пригласила на несколько очных собеседований. В общей сложности он встретился с 10 сотрудниками компании. Через 2 часа после последней встречи ему позвонили и сообщили, что он принят. Этот человек получил работу, о которой всегда мечтал, и куда большую зарплату, чем указанная им в воображаемом пригласительном письме. Даже если вы не знаете, чем именно хотели бы заниматься, достаточно всего лишь выразить любовь через свои позитивные чувства, и вы притянете к себе все, что любите. Ваши чувства приведут вас к вашей цели. Работа, о которой вы мечтаете, находится на частоте любви, и чтобы ее получить, вам нужно настроиться на эту частоту. Успех не является ключом к счастью. Счастье – вот ключ к успеху. Успех в бизнесе достигается точно таким же образом. Если у вас есть какой-то бизнес и дела в нем идут не так успешно, как вам хотелось бы, значит, успех почему-то не прилипает к вашему предприятию. И главнейшей причиной, заставляющей бизнес погибать, как раз и являются негативные чувства по поводу его успеха. Даже если дела у вас идут хорошо, но вы негативно реагируете на незначительный сбой, ваши чувства создадут вам еще более серьезную проблему. Все вдохновляющие идеи, способные заставить ваш бизнес взлететь до таких высот, о которых вы и не мечтали, находятся на частоте любви. Вам надо искать способ изменить мысли о вашем бизнесе с тревожных на позитивные и настроить себя на максимально высокую частоту. Обратитесь к своему воображению. Играйте, создавайте игры, делайте все возможное, чтобы привести себя в хорошее настроение и придать своим чувствам позитивный настрой. Когда вы поднимаете себе настроение, когда вы достигаете состояния душевного подъема, поднимается и ваш бизнес. Каждый день во всех сферах вашей жизни посылайте любовь всему, что видите. Любите все, что вас окружает. Благодарите за все, что есть в вашей жизни. Любите успех других компаний как свой собственный. Если ваши чувства по поводу успеха позитивны, неважно, чей это успех, чужой или ваши чувства притянут успех к вам. В собственном бизнесе и в любой работе, которую вы выполняете, старайтесь отдавать соразмерно тем деньгам, которые получаете в виде прибыли или зарплаты. Если вы производите меньше получаемых денег, ваш бизнес и карьера обречены на спад. Вы берете не у кого-то, вы забираете у себя. Всегда и во всем отдавайте соразмерно получаемому. Есть надежный способ не беспокоиться о соразмерности – отдавать больше получаемых вами денег. Если вы за те же деньги делаете больше работы, оказываете больше услуг, ваш бизнес и ваша карьера будут процветать. У любви есть безграничное число способов дать вам желаемое. Деньги – это всего лишь инструмент, позволяющий вам иметь то, что вам нравится, и заниматься тем, чем хочется. Когда вы думаете о разных вещах и занятиях, которые вы сможете себе позволить при наличии денег, вы испытываете больше любви и радости, чем при мыслях только о деньгах. Представляете, как вы проводите время с любимыми людьми, занимаетесь любимым делом, пользуетесь любимыми вещами, и вы почувствуете гораздо больше любви, чем тогда, когда ваши мысли и чувства сосредоточены исключительно на денежных суммах. Сила притяжения любви имеет безграничное число способов дать вам желаемое, и только один из них связан с деньгами. Не впадайте в заблуждение, думая, будто деньги – это единственный способ, посредством которого вы можете что-то получить. Это ограниченное мышление. Оно поставит ограничения в вашей жизни. Пока вы не получите желаемое, вы не знаете, каким образом оно к вам придет. Но сила любви уже знает. А поэтому верьте и не мешайте ей. Представляйте желаемое, ощущайте радость внутри себя, и сила притяжения любви найдет совершенный способ доставки. Наши человеческие умы ограничены,
но разум вселенской любви безграничен. Ее пути недоступны нашему пониманию. Не ограничивайте свою жизнь, думая, будто деньги – единственный способ получить то, что вы хотите. Не делайте деньги вашей единственной целью. Цель – это то, кем вы хотите стать, чем хотите заниматься и что хотите иметь. Если вам хочется иметь новый дом, представьте его, почувствуйте, как радостно в нем жить. Если вам хочется иметь красивую одежду, бытовую технику, новый автомобиль, учиться в колледже, может быть, переехать в другую страну, освоить игру на каком-либо музыкальном инструменте, приобрести актерское или спортивное мастерство, представляйте все это. Не счесть способов, какими могут осуществиться ваши мечты. Есть одно правило, касающееся денег. Нельзя ставить деньги впереди любви. Если вы это сделаете, то нарушаете закон притяжения и сами будете страдать от последствий. Правящей силой в вашей жизни должна быть любовь. Ничто и никогда нельзя ставить выше любви. Деньги всего лишь инструмент, которым вы можете пользоваться. Излучая любовь, вы получите деньги. Но если вы в своей жизни поставите деньги впереди любви, то получите целый букет неприятных последствий. Если вы выражаете любовь к деньгам, а к окружающим людям относитесь грубо и наплевательски, не думайте, что вы так разбогатеете. Это поведение негативно скажется на ваших отношениях, здоровье, счастье и, конечно же, финансах. А вот если вы требуете любви, постарайтесь понять, что единственный способ получить любовь – это дарить ее другим. И чем больше любви вы отдадите, тем больше любви вы получите. Единственный способ дарить любовь – самому наполниться ею до краев, пока вы не станете магнитом. Каждому из вас от рождения предназначено иметь столько денег, сколько вам нужно для полноценной жизни. Вы родились не для того, чтобы страдать от нехватки денег, поскольку страдание лишь добавляет миру негативной энергии. Красота жизни заключается в том, как только вы ставите любовь на первое место, все деньги, необходимые вам, приходят сами. Сила притяжения любви – это то, что движет всеми деньгами мира. И каждый, кто через позитивные чувства выражает свою любовь к деньгам, становится магнитом. Вы сами всегда можете определить, как вы относитесь к деньгам. Если у вас нет всего того, что вам необходимо, ваше отношение не может быть позитивным. Любовь – это сила, притягивающая деньги. И она же заставляет их липнуть к вам. Когда вы оплачиваете счета, найдите способ сделать ваши чувства позитивными. Представьте, что это не счета, а чеки, или проникнитесь благодарностью к компании, приславшей вам счет, потому что эта компания делает вашу жизнь проще и лучше. Когда к вам приходят деньги, какой бы скромной ни была сумма, будьте благодарны. Помните всегда, благодарность – это великий множитель. Когда вы за что-то платите, вместо сожаления о том, что у вас денег стало меньше, почувствуйте любовь. Это изменит ваши чувства на позитивные. Разница между вашими чувствами по поводу отдачи денег – это разница между денежным изобилием и пожизненной борьбой за то, чтобы свести концы с концами. Всегда используйте наличные деньги как напоминание о необходимости позитивных чувств, направленных на денежное изобилие. Если ваши чувства по поводу успеха позитивны, неважно, чей это успех, ваши чувства притянут успех к вам. Отдавайте соразмерно деньгам, которые получаете в виде прибыли или зарплаты. А если за те же деньги вы делаете больше работы, оказываете больше услуг, ваша карьера, ваш бизнес всегда будут процветать. Деньги – это всего лишь инструмент, позволяющий вам иметь то, что нравится, и заниматься тем, что нравится. У силы притяжения, вселенской любви всегда есть бесчисленное множество способов дать вам желаемое, и только один из них связан с деньгами. Представляйте, как проводите время с любимыми людьми, занимайтесь любимым делом, пользуйтесь любимыми вещами, и вы почувствуете гораздо больше любви, чем если сосредоточите мысли и чувства исключительно на денежных суммах.
Красота жизни заключается в том, что как только вы ставите любовь на первое место, все деньги, необходимые вам, приходят сами собой. Благодарю вас за просмотр. С вами была Ольга Скляр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео.